Часто спрашивают на консультациях, что же такого сделать, чтобы сохранить семью, при каких условиях можно ее сохранить, что для этого нужно. Семью действительно можно сохранить, и если один из партнеров изменил, и если он изменял даже много раз, и даже если оба изменяли. Для этого действительно нужно одно условие, очень важное. Это условие готовность обоих что-то менять. Отношения– контакт двоих. И что бы в них ни происходило, всегда в это привносят что-то оба. То есть, по сути, оба в чем-то виноваты. Если один сделал откровенное какое-то зло, так скажем, изменил, второй все равно в этом виноват. Он либо терпел очень долго и не обращал на что-то внимания, либо приходил в эти отношения с какими-то своими страхами, которые мешали второму человеку, партнеру чувствовать себя свободно. Что-то все равно с обоих сторон глубоко, если копнуть, было неверно. Поэтому отношения можно сохранить после любых плюс-минус измен при условии, если оба готовы что-то менять. Садиться и разговаривать, находить истинные причины, проговаривать, а какие потребности у каждого из вас в отношениях, какие потребности сегодня. Потому что, например, если пара сформировалась 20 лет назад, они, опять-таки, пример, поженились в студенческие годы, а сегодня им по 40 лет, то потребности, которые притянули их друг друга в 20 лет, это совершенно другой набор потребностей, чего хочет человек, что он получает от этих отношений. В 40 лет они прожили вместе долго, они изменились очень сильно. Их набор потребностей стал другой. Поэтому единственный способ, единственное условие необходимо для того, чтобы сохранить семью после измен– это сесть и разговаривать, выяснять, какие есть потребности у каждого и находить точки соприкосновения. Можете ли вы вместе сделать так, чтобы потребности каждого в этих отношениях удовлетворились, чтобы каждому было хорошо? Потому что если один удовлетворяет часть и часть он не удовлетворяет, то он либо человек здоровый психологически, у которого нет сильно страхов, он бы ушел, скорее всего. Человек, который готов где-то притереться, подстроиться, потерпеть, он остается, но либо он терпит очень долго и не удовлетворяет свои потребности, а это неприятно, наши желания все равно вырываются из нас наружу. Либо он находит способ, как удовлетворить эти потребности на стороне, вне семьи. Если у человека, например, потребность в сексе, а дома секса мало, он либо терпит очень долго, сколько может терпеть, мы все по-разному устроены, кто-то терпит всю жизнь, что ему мало секса. Люди по-разному разрешают себе чувствовать себя. Люди многие даже не понимают, чего они хотят. Часть потребностей остается неосознанными. Если они неосознанны, конечно, проще терпеть. И кто-то терпит годами. Пример семьи, наши бабушки, прабабушки, дедушки, они жили совершенно иначе. Были другие времена. Они не задумывались о том, достаточно мне чего-то или нет. Они либо просто уходили все в работу и выживали как могли, либо просто шли бездумно и изменяли. Сегодня люди больше обращают внимание на то, что происходит внутри их тела, на свою психику, и кто-то начинает задумываться и анализировать свои потребности. Если потребности не удовлетворяются внутри семьи, они будут удовлетворяться где-то на стороне. Людям нужно садиться, проговаривать все открыто, договариваться открыто и находить способ, как они сделают вместе свои отношения такими, чтобы каждый в них получил то, что ему нужно от отношений. Это единственный способ сохранять семью. И если так сделать открыто, честно, по-настоящему, то не нужно будет изменять. За исключением одного случая. Есть часть мужчин, которые не могут не изменять. Они изменяют в любом случае любой женщине для того, чтобы удовлетворить какую-то свою специфическую психологическую потребность самоудовлетворяться за счет большого количества женщин. В простонародье их просто называют бабник. Бабник тоже может измениться, но для этого ему нужно очень глубоко и близко познакомиться с собой и, скорее всего, при помощи психолога, потому что это что-то очень глубинное, скрытое, какая-то, скорее всего, травма из детства толкает человека
самоудовлетворяться за счет большого количества женщин. Но если вы в отношениях с мужчиной, вы всегда можете просто посмотреть на него и честно сказать самой себе, это бабник классический или это обычный среднестатистический, нормальный, здоровый, психически мужчина.